incentive was absolutely met. Cool. So it'll be fitting you'll kind of learn more. It's not the incentive's not about me, by the way. I thought I'd join in solidarity. But you guys don't know, this game is What does they frog? Normally this game is What does they really hard to frog? get because it's really expensive, but I'm running it on Japanese PSN. Будем играть на японском, на оригинальной приставке. Хотя вроде на PSN, я не... Вроде на PSN все-таки. Не на PS2. This game is a Clock Tower spin-off and was originally meant to be a sequel to a game called Clock Tower 3. Короче, это должен быть сиквел или что-то вроде отсылка к Clock Tower. Это игра из серии Clock Tower. Отличная игра. Суть игры в том, что мы были похищены, и нам нужно выбраться из этого дома. Что мы найдем собаку, которая нам поможет выбраться. Играем на японском, быстрее загружается, потому что на японской именно на PSN версии. Нам нужно быть полностью одетыми в какой-то костюм. И вот наш костюм. Костюм, на который задонатили. Ей! Отличный костюм, кстати. Funny enough, last time I wore a frog costume at AGDQ, I ended up in the hospital, so I'm hoping this time it goes much, much better. Continuing forward, right now I'm walking. This walking is necessary. Сейчас мы идем. Мы идем, потому что у нас есть стамина в этой игре. И стамина нам пригодится для того, чтобы сражаться с противником. Большой, типа человек, чуть-чуть глупенький. Будем толкать его. Он не так, чтобы плохой, просто выполняет то, что нужно делать. Пару раз врезаемся в него, в скобочках 4, и убегаем. Открой дверь, женщина. Отлично. Вот. Мы прогрессируем в игре таким образом. Прогресс чувствуется. Даже в катсценах можно увидеть лягушку. Начинаем составлять таблички. Он заранее знает, что на них должно быть написано, и, я так понимаю, каждый раз в игре классически ты должен прийти на час, парень, на час. Вот, и каждый раз приходит, получается, нужно возвращать к этому печатальному станку. Это для пазлов в игре, для всех. Мы сразу сейчас все напечатаем, потому что мы все знаем просто. У меня все написано в сплите, чтобы не беспокоиться. Сплит именно так называется. Таблички. Нам нужно выйти на улицу. Ну, знаете, просто чтобы тусить с людьми. Смотрите, это ваш мозг. Cat Jam. Паг. Как там этот пес, который танцует? Паг. Паг Плуз. А вот ваш мозг на математике. Привет, Делик. Здорово. Мы тут разобрали Голума. Он написал что-то на табличке, да? Да, на табличках заранее выписал все слова нужные, которые нужно. Если Голум разваливается, значит, это, наверное, табличка мет. Вообще туда надо было засунуть табличку и мет, и тогда он что-то другое бы сделал. Или да, нет? Он там танцевал, нам показали танец. Классные костюмы Шидиса.
Костюмы и тут, и там показывают одни. Чудесно. Чудесно. Там, кстати, разные костюмы, они типа разные эффекты дают. Там, например, есть костюм, с которым собака больше дамажит. Или меньше слушается. Да, тут вообще очень увлекательная система с управлением искусственным идиотом. Жаль, нет Келлима, чтобы нам все рассказать, поэтому я не играл. Я как бы просто смотрю и комментирую, что говорят. Ну, по сути, это что-то вроде вот этих амнезий, но при этом в игре есть наш спутник-собака, который еще, которому мы еще можем там пазлы с его помощью решать, там давать ему команды, как он быстро пробегает, сносит все препятствия. Вот, кстати, есть два вида ударов. Удар ногой, пинок, и вот, когда девушка прям накидывается, короче, толкается. Но для этого надо скорость набрать, и вот Райдер очень хорошо спустился и сразу прожал этот толчок, развалил проход. И двери ногами открывает, очень забавно. Сейчас мы встретим нашу собаку. Заметили мы, что кого-то сбили на улице. Ну, кстати, там ничего не говорили про iGlitch вначале. А про поведение собаки? Короче, там Не, он не суть в рассказывал. том, что собака, она, короче, тупая, но она умеет в прогрессии. И вообще бывает используют, короче, глич, благодаря которому можно старый сейф подключить. Вот тут пишут, что это NG+, так что я так понимаю, что они используют, короче, сейф собаки, уже поумневший, более-менее. Ну, технически говоря, не поумевший, а той, которая максимально хорошо к нам относится, потому что это именно отношение указывает. Affinity по-английски. Ну да, там, то есть надо ее можно ругать, если она что-то неправильно делает, и гладить, наверное. Вот. Короче, собака прогоняет этого здоровяка. Мы следим за тем, как двигается Хьюи, или точнее пес. Хьюи зовут его. И мы останавливаемся заранее, знаем, где нужно просто заранее остановиться, как нужно сделать. Вот, и эта игра подразумевалась как опыт такой. Ты играешь, получаешь опыт, начинаешь что-то понимать в игре. Вот, и как бы Хьюи тоже начинает, как сказал Дака, да? Кто там? Да, Дака. Как сказал Дака, типа умнеть, но теоретически у него просто становится больше к нам доверия. То есть собака и так, типа, гений, five-head. Но она просто не доверяет нам, думает, что мы three-head. А со временем, с прогрессом, понимаешь, что мы тоже five-head. И мы такие оба five-head. Кстати, схожая игра концептуально с играми Фумито Уэда, такими как Ика или The Last Guardian. Забавное такое взаимодействие с искусственным интеллектом. По сути, такое выливается в такое приключение, притом тут еще это и хоррор. Довольно интересный экспириенс. А получается, если предыдущая игра себе собирала пазлы и неубиваемых противников и страх хоррор, то здесь как бы еще накладывается интеллект игры, как она с нами работает. Да, это наш противник в этой игре. Причем чуть ли не главный. So here's what happens. I call Huey, I'm going to stand on the plate, and then I'm going to tell him to stay put. In doing so, Huey will stay here, and then this does two things. One, it'll open the gate for me. Two, it avoids a cutscene opening. И как раз мы еще скипаем катсценки, потому что Хьюи сидит в нужном месте в нужное время. Не встаем на ковер, потому что нас там ждет смерть.
Debilitus skit that we call it. Our buddy Debilitus is coming back, old Debbie. Наш друг, And I'm going to try immediately juking him. здоровяк, возвращается к нам. Проигрывается музыка, но мы это... знаем, где спрятаться. Очень здорово очень работает игра. Когда прячешься, камера начинает переключаться на злодея, который нас ищет, показывает, куда он идет. Там можно в этот момент там подгадать тайминг и убежать. Ну, в общем-то, вся игра про то, чтобы убежать в нужный момент. Слышите, что музыка все еще как бы... Музыка проигрывается, означает, что противник все еще за нами бегает. I made 3 items earlier, if you saw. They're called Powder, Adamus, and Morgan. These 3 items are going to be something called the Diamond Choker, which allows us to have more stamina and more health, which will be quite nice with boss fights and just general running. О, апгрейды пошли. Мы наутали себе сапожки, ошейник. Ошейник. Чокер и сережки. Надеюсь, ошейник для собаки просто. Ну, кстати, может быть. Нет, надеваем на себя, получается, это ожерелье. Не чокер. Осуждаем. Anyway, now, like I mentioned, a lot of the points for Debilitus are going to be manipulating him and kind of just making sure he acts the way I need him to act. I'm going to take a shortcut downstairs by just falling, because that's faster. Тут, кстати, очень долгие катсцены, хорошо, что их можно скипать. Потому что разработчики, видимо, саспенса хотели нагнать, и они там пару минуты полторы про то, как героиня переглядывается с этими уродами. И это на самом деле очень беспокойно. Ну вот и нам AGDQ2021 рассказывает, что можно... Ну, короче, разрабы пытались сделать так, чтобы не появилось 2 противника здоровяка. Было бы очень плохо. Но он не злой, мы просто ему очень нравимся. So you can see he spawns back up there. And now that he's up there, I'm going to try getting away from him. Now, I kind of talked about something called escape points. Escape points are going to be this thing they're going to allow me to escape. Now, I did mention that you can hide or beat them to death. However, using an escape point will immediately get rid of them, and it's much, much safer. С этим можем избить его до смерти, но мы не будем этого делать. Слишком долго. А мы еще потеряли пёселя. А пёсель-то остался на кнопке сидеть. А? Да. I need Debilitus to follow me into this room. I need Huey to come afterward. Let's see where he is. You're gonna hear a lot of Huey. I hear a little pitter-patter of dog beats. That's good. Ребят, в чате, давайте позовем Хьюи. I hear Huey. Что-то он не приходит. Huey. Huey. Я хочу такой же костюм с лягушкой. Уронили мы здоровяка при помощи собаки, катсцену его пропустили. Здоровяк умер, но нет. Он валяется. Anyway, I've talked quite a lot, and I like to rapid fire talk with this game. If you want to read a donation or two, feel free to go for it. Come on. Absolutely. I have a $75 donation from Sib saying, "Happy to see Haunting Ground here. I hope you don't get chased by scary flaming skeletons. That would be really spooky." Good for another one? More. Yeah. Awesome. All right, DL donates $50. Woke up super early to watch one of my favorite games finally run at GDQ. Love the frog cosplay. Thank you. So, kind of going more into the game right now. Huey is very particular. He is a fancy dog. He's kind of like my dog. If things don't go a certain way, he's not happy. You may notice I'm standing at certain points. Очень много команд надо, чтобы сделать простое действие для собаки. What's going on? He doesn't know.
Это уже, наверное, пятое действие пошло. Прям. А нужно отдавать команды в правильных местах, как можете заметить, что Экдайсис перемещается. Он говорит, вот цветок, подходит к цветку. Говорит, вот вход-выход, подходит к входу и выходу каждый раз, когда это нужно сделать. Напоминает всякие школьные задачки на Дельфи. Иначе не поймет. Как говорит Экдайзис, эта собака прямо как моя собака. Если что-то не нравится, ей что-то не нравится. Моя любимая часть спидрана, мне не нужно работать с собакой. Ей! В этой игре поэтому не очень много спидранеров, потому что надо взаимодействовать с игрой. О, молодец, песик сидит. That's kind of the point I was making about you have to be particular in your spot. Like I was too close to the wall, Huey didn't hear me. I'm right next to it. Я был направлял голос в стену, поэтому Хьюи не услышал меня. Нужно было смотреть на пса и сказать, соответственно, возьми ключ. Well, the big thing we're trying to do is solve one major puzzle. Everything we're doing is building up to this puzzle. Everything else could be like considered sub-puzzles. The major puzzle we're doing is something that's like the three-moon puzzle, I call it. Когда рассказывает сюжет, говорит, вот, нам нужно собрать пазл, решить его, что там 3 штуки собрать, и это называется якобы 3 луны, как он их называет. Солт, Меркурий, Сульфур, может? Там есть этот пазл с драконьей головой. Или, не знаю, у меня есть, короче, решение всех пазлов, но я пока не очень понимаю. Там будет чуть позже 2 головы змеи. Я смотрел спидраны просто казуально. Мне нравится этот парень, Экдайзис. Он очень колоритный, я бы сказал. Он любит разговаривать и не против рассказать, что он делает на спидране. Даже если делать это не первый раз. Не ЧСВ, короче говоря. Но у него есть свои особенности, конечно. I wish I had my own theme song like that. Just imagine. Also, that slap. No, that's just the next person. They're fine. They'll be okay. Okay, so the moment I grab this moonstone, I'm going to be getting debilitus most likely. If I что-то мы меняем одни предметы на другие. Probably moving very well. Как только мы подняли камень, нам почти 100% должен выпасть энкаунтер со здоровяком, он должен за нами снова побегать. Он сразу же отстал. Вау. Он не хочет быть на камере, похоже. Боится большой публики. Было бы классно, если бы он за нами бежал до сюда, потому что он бы здесь нас мог столкнуть с лестницей. Это было бы намного быстрее, чем спускаться. Но мы слишком быстро бежим. I'm running all the way around the building so I can get to the puzzle I need to. A lot of people don't think this is faster, but if you notice, Fiona does not. Игра почти бесшовная. I don't think it's the frog costume either. Нету каких-либо экранов загрузок. А камера движется приятно за игроком. Очень качественно сделано. Я бы сказал, наоборот, неприятно, потому что туда, куда ты идешь, ничего не видно. Ты идешь в никуда куда-то. Да, но это так задумано. Да. Ну, это ж хоррор-игры, надо шагать в неизвестность. В таких играх этим и достигался весь страх. Это сейчас у нас скример на скримере. А тогда были такие вещи, как неизвестность, как саспенс там. Раньше умели делать хорроры. This is supposed to be a bit easier because it warms you up for the harder puzzle afterward. Every boss until like later in the game has 2 types of puzzles. Особенно супер медленного пазла. Он может растолкать бочки. Ну, я бы не сказал, что раньше хорроры были лучше. Я бы сказал, что
Раньше графика сильнее удивляла. Absolutely. I have a $25 Сейчас donation графикой from не Pancakes, удивить. who says, "Ah, anime girls, good boys, and frog suits. This must be the horror block." Exactly. Keep going. And RT59 donates $100 and just says, "Huey." Thank you, RT59. And Shine206 donates $5. I had to make sure I got my donation in for my boy Icdisis. I'm happy you got Haunting Ground into AGDQ. Cheers! Thank you. В донатах передают свои приветы Хьюи. Лучшая собака этой игры. It really didn't exist until recently. I mentioned the Japanese runner Guruhamu found a amazing strat just dodging Debilitus. I know as well, I want to give a quick shout out to the Japanese Restream. The world record holder's game is currently Swordfish, who will be doing a game called PN later during the run, and he's a great Haunting Ground runner. Me and him have kind of been going back and forth through this game, and it's kind of led to the mass pushing of the run. So Делает шутаут Игдайсис VR-холдеру, японцу, который, скорее всего, сейчас, может быть, даже комментирует эту игру на японском рестриме. И будет в скором времени показывать PM. Я так понимаю, это следующая уже игра будет. B-Dragon28 donates $150. Good luck, Icdisis. And Anonymous donates $10. Good luck on the run, Ek, and remember to give Huey pets. Достаточно простой пазл. We'll pet him at least once. Like, I'll make sure we pet him at least once. Я обещаю вам, что хотя бы раз его поглажу. Alrighty, I've got $10 from the Optimator. Go Icdisis. Great to see you on the big stage at AGDQ. You've covered wars, you know. Thank you. Okay, so all the blocks are done. Now we can proceed through the game. You may notice these things look familiar, the other thing I turned earlier. However, this one does have a moonstone. I grabbed that in that little desk earlier. All this built up to was moving these things. They're actually, it's not a very hard puzzle. You just click. Oh, click. There we go. I'm going to lock this door because I'll come in handy later when I'm backtracking. And then I am going to move this last one. Now, a fun fact, by the way, and I'm mainly mentioning this because I know there's going to be an RE5 run later during this marathon. Fiona might look familiar to you. You know, like, just look at her face. Like, Это в этой игре? Kind of. The frog mask in the way. Но он сейчас расскажет, конечно. You ever looked up art of this game, or you see her face later, which you probably will. Да, они модель Фиона и модель Джилл из Resident Evil 5 это один и тот же человек. В общем-то, у них одинаковая внешность. Having Huey will like guide your way, but you may notice he's not here. Don't worry, he'll be back. Huey has magical teleporting powers. Ну, вроде бы все равно Konami делает, да, и ту, и другую. Капком. Капком, да. Sorry. Будем сражаться с боссом. Хьюи нам будет помогать немножко. Здоровяк хочет нам навалять. И когда он подходит к девушке, его немножко колбасит. О, ты женщина. Прям как чатик. О, вот, и врезается в женщину. Вот. Нам желательно, чтобы он нас не бил, а именно с разгона врезался. И тогда он врежется. Ну, давай, пожалуйста. Ударь меня. О, красавчик. А он не использовал Хью стоп-страту? Можно немного триггерить Дебилитуса при помощи собаки. Но он не умер. Даже если на него упала огромная люстра, он здоровее всех живых. Живее всех здоровых. Пес не слушается. Погладим песика. Congratulations for helping me beat a man to death. Or, I mean, stunning a man.
Okay, so now that that's done, we can make our way to the next area. This game in general is kind of based in about 4 different areas. So you have the old castle, the new castle, the Тут new castle. 4 разные арены, So right now, разные виды замков, старая башня. Now, if you know this game, you're probably going to start geeking out. If you don't know this game, I'm going to introduce you to probably one of the coolest characters in this game. She is Daniela, and everybody loves Daniela. She is so cool. Нас ждет новый персонаж Даниэла. Все любят Даниэлу. Ой. У нее есть кусочек стекла в руке, чтобы нас протыкать. Любимая женщина, которая хочет вас проткнуть стеклом. Она нас накормила чем-то, поэтому нам плохо, и мы идем в постель. I guess I kind of gave away who it might be, but you'll see them momentarily. Oh, I'm not on the bed. What? There it is. All right. So, интересный трек. now chasing us. So, Daniela's gimmick is that she is, well, mean. She hit me with glass. Даниэла пытается нас зарезать. But she wants to kill us because she really likes us. That's the best way I could put that. Она тоже очень добрая женщина, мы ей очень нравимся, поэтому она хочет нас зарезать. She's not nice. Debilitus just wanted to play with us and didn't know any better. He was like the brain of a 2-year-old into a grown man because he was science experimented on. The big question of this game. Здоровяк просто тоже хотел с нами поиграть, тоже считает, что мы очень красивые. В общем, все считают нас очень красивыми. It's like mitochondria and parasite Eve. In this game, alchemy. So, essentially, Daniela's gonna be the next enemy, and she wants us dead, and we're gonna have to be very careful. This is where the run starts really picking up. I mentioned earlier I grabbed something called the fairy earrings. This is why Daniela, in my opinion, is probably the toughest to deal with. She's not the most devastating, she's just the hardest to kind of get rid of. От нее очень сложно избавиться, говорит AGDQ2021, потому что здесь, в принципе, если вы убегаете от противника, то он пропадает через несколько экранов, получается. Ну, а может прикрепиться к вам надолго, поэтому... Бывает несложно. Опа, вот и снова она. I just want to geek out that this is like one of the only enemies I know that will. Пора убираться. Говорит Даниэла. There's a reason why people gush about her. I'm just saying. Like, think about how horrifying that is. Сейчас резать вас не буду, мне нужно убираться. You know they want to like. You know that they're just like, they're gonna kill me. This one, she cleans, then she beats you. She's the castle. Она закончила уже. Да. Прекрасный персонаж. It's time to beat meat. A lot of players when they play this game for the first time will note that Daniela is the meanest Chewgum because her gimmick is not quite normal. Hers is she doesn't like her reflection, so if you use mirrors, she'll start panicking and you'll have time to get away. Зеркало ее пугает. Handy in the speedrun because ideally we're going to be moving fast enough where this won't become an issue, but it is something to keep in mind if you're just doing this casually. Use mirrors. Зеркала очень сильно работают на Даниэле, поэтому тут мы от нее избавились. Боится отражений женщины. Каждого свои страхи. And I think you'll understand why momentarily. Let's see. So the next puzzle requires me to get a luminescent and drag it over to a lantern. However, that's going to take a long amount of time because look at that, I move slow. So what I'm going to do is what I call the March of the Good Boys. We're just going to tell Huey, good boy. He'll bark, I'll say good boy. This has 2 things. One, this will up Huey's AI and make him more obedient, meaning the late game won't be a pain. And the other one is you guys are going to hear me say good boy to Huey. And everyone likes Huey, when I tell Huey good boy. Good boy. We get one more. Хороший мальчик. And let's see. I grabbed this because I'll need it later. Нам нужно подсветить эту штуку, и к нам сейчас должно прилететь светящаяся фигня, не знаю, что это. Летающее электричество. Я так понимаю, это сетап был сейчас для будущего. Это обязательная часть. Да. Ну, короче, это ружье, которое потом выстрелит. Мы еще, видимо, сюда вернемся.
Нам нужно также закончить эту секцию достаточно быстро, прежде чем Даниэла закончит с зеркалом. Иначе Даниэла закончит нас. А вот и она, кстати, стоит. Теквейт. The worst thing that can happen is you start hearing that groovy tune from earlier. I guess it's more of like an industrial tune, isn't it? But luckily for us, while we're waiting for Huey, we're gonna be able to. Я тоже хочу как лошадей карусель в доме. Отдельная комната прям под карусель. Да, замок нужен целый. Кстати, ты говорил про змей, там драконов, вот она. Вот этот пазл. Раз выкладываем все, что там у нас осталось. Ну, почти все. Вот. Смотрим катсцену. Как же достать? Соляной камень, меркурия и сульфур. But now you'll see why we need Huey. Огонь. Yes, he's really going to do that. Ниндзя пес. Мяу. Good boy. An ice ladder instead of a fire ladder. Кстати, донатов уже набрали почти 500 000. Прям совсем чуть-чуть не хватает. Забавно то, что надо бить по лестнице несколько раз, чтобы с нее свалился предмет. Это на самом деле очень жесткая штука в хоррор-играх, потому что иногда в какое-нибудь место упрешься, что-нибудь попробуешь, у тебя не получится, и ты застрянешь там на час. Что же я должен был сделать? Да. И вроде все сделал, получается. Да. Многие хорроры прям ловят на этом постоянно. Не всегда понятно, что надо было попробовать 2 раза, но чтобы 4 раза. В этой комнате можно было сразу же умереть, если бы мы что-то сделали неправильно. Но мы все сделали правильно. Mainly due to a combination of Huey and a very ludicrous puzzle. So the answer is I stand here and wait for Huey. I'm going to command him. This manipulates Huey to go to the yellow one. Ideally, is he going to go? Huey, you going to go? Go, go. He went to blue. That's fine. All right, how about you go? Сначала красный и синий. You know how that works. Huey, oh, Huey, go. Желтый. Желтый. Okay, that was a bit scuffed, but he did it for me. Normally, you just go to the yellow one, and then you go to green and red, and then you step on them, but we don't have to worry about Huey anymore. He's fine for a while. Ideally, I don't want to get hit by a blue orb. Oh, no. Okay, Светлячок, к сожалению, нас туда. So, casually, anyone who watched me up to this knew I was worried about one thing, and that was that little blue ball right there. If you hit you too early, Daniela spawns, and then you need to wait in this room for however long it takes to wait, and you need to use the fairy earrings. So, I might not even need the fairy earrings right now. There's one more part of the run that might need them, but right now we're good. We haven't even used them. It's amazing. Благодаря этой штуке можно было бы избавиться от Даниэлы, которая взорвалась об нас, но Даниэла не заспавнилась. So, I use lavender, so Fiona won't panic at the mandrake. This is mainly one to prevent stumbling. И ГДК набрали 500 000. Yeeey, 500. Хайп. Чамп. Hey, Dices, you mind if I cut in for a moment? One moment, and then go for it. Her weakness is going outside. I just go to the graveyard and she's gone. We just immediately get rid of her. All right, go for it. Недолго играла музыкальная тема Даниэла. Ooh, go ahead and read it. Oh, I just wanted to announce it. Wanted to let everyone know that we are at 500,000 in donations. Thank you so much, everyone. Thank you. Ну, это Тарагон. If you would like to read, by the way, now is a good time because we're just going to watch Steve's friend. I don't have a name for him. Carl. We'll go from Carrion.
He's gonna be walking and marching. Okay, Go read a couple. sounds good. All right, I've got $10 from Можно Mr. посчитать Fun, пока who донаты. says good luck, Ek. And I also have Тут два a голума в $10 игре. donation from Princess Lulu, В who одного says, надо "I don't вставить think you're gonna карточку croak on и this мед, one, but а good у luck. второго And don't мед. forget, Huey is our best friend." И, Oh. короче, если вставить карточку Creature мед donates $10. в Obligated первого to donate голума, for то он fun развалится, and и prevent из него cancer. выпадет Good чокер. luck, Ecdysis. Thank you. Also, I feel bad, chat, but Carl is dead. He walked into meth. It is on the ground this time. It is all over this castle. Meth on the ground. Carl is dead. These Карл golems really погиб. can't live, I suppose. It's quite Вот sad. тут еще один заспавнился сразу же. But that's also a good way to Нормально. learn that meth is faster because it just obliterates golems. RL stands, by the way, for right, right, left. So that's the direction I need the golem to go to remove the fire in my way. And now we kind of go back to the idea of two puzzles. На табличке было написано RRL, а это отвечает за то, в какую сторону должен был поверять, поворачивать голем. Я не понимаю, что такое мед. Что такое мед? Что-то такое? Это реальная вещь вообще? Ну, это тот мед, да, но я не думаю, я не понимаю, в каком смысле. По-английски надо написано Они meth. оставили эту надпись. Да, да. А это что-то реальное? Ну, это как в том сериале про химиков. Без понятия. Ну, где один лысый, а другой молодой. И они там пустились во все тяжкие. Сложно. Стример Трихет. Ничего, к концу игры стану файвхедом. Не пойду спать. Ха. Простой пазл. Красный, черный, красный, черный, 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 красный. Как в казино играем. Только мы выигрываем. And now we are ready for the next boss. This boss in the game is going to be probably one of the more interesting ones. I think this is my second favorite in the game. Debilitus really isn't that great in comparison. And Еще один the next one's босс. gonna be a cakewalk, weirdly enough. But this is going to be Daniela's boss fight. You may notice there's some weird blocks. So we're gonna have a lot going on at Битва once. с Даниэлой. Daniela can't die. Даниэла не So, может what looks like we умереть. do to attack her while pushing these blocks? Используем Хьюи, чтобы атаковать. Так, дотолкали куда нужно примерно. Главное, чтобы Хьюи атаковал Даниэлу, и все у нас будет тогда хорошо. Ну, Хьюи молодчина. Звуки, конечно... Что собака делает с женщиной? Ну, главное, чтобы, короче, Хьюи нападал на Даниэлу сзади. Это прям максимально эффективно. Но... Он уже уронил ее, жесть. Ее нельзя здесь убить, нужно что-то... Пазл закончить. Надо, чтобы она в центре была, когда пазл закончится. А, типа ее застанить там надо и поставить как нужно эту штуку. Осталось еще вот одну штуку поставить. Рискуем, значит, своим жизнью. Даниэла нас не атакует. Может быть, идеальная драка. Не, он, видишь, не толкает ее в центр. А, ну или может быть он заманит ее? Не, видишь, не надо, нормально. Не, заманил. А, окей. So Daniela is down. The way that works is she hates her reflection, so this light reflects upward. She sees herself, she can't handle it, and then she's getting impaled with a giant shard of glass, and it's metal as hell, and it's perfect for a horror game. She's also happy as regards to it. Она умрет от стекла. Anyway, she's dead. We no longer have Daniela, and... Убили Даниэла. Good boy. Хороший песик, молодец. Замучил несчастную горничную.
Обычно в хоррорах собаки страшные, там в резике тебя пытаются сгрызть, а тут прям пёсель на твоей стороне. Ну это какой-то Корион от мира резиков, на самом деле, где ты сам на всех собак натравляешь. If he shoots us, it can be deemed as almost an immediate death because he'll shoot us like 2 more times. Like he'll shoot you once in the back, you'll fall down, and then you'll get shot 2 more times. So normally, like, I ask for good luck around this part. This is probably the meanest part of the run, and the reason primarily why we have the farrier rings. Also, we're going to be introduced to clone homunculi. They're little, like, baby clones that you end up ramming to take down because if they grab you, they'll scream and alert Ricardo. I introduce you to Ricardo. Рикардо. Да, Обещал. Дака. Рикардо Флик, чат. Good. What we're going to do right now, though, I'm going to kick the door, I'm going to stun him a little bit. He's going to try shooting me. He misses. I'm going to call both Huey and Ricardo. So I'm looking behind me to make sure Ricardo actually follows. He's making noise. I need to make sure Зовем Хьюи, стараемся его не потерять. There he is, okay. You can't spend too much time there, by the way. You need him to find you, but not track you down too much. You need him to be Байтим челика. Опасность в том, что он нас стреляет, если он подойдет слишком близко. However, this is another shot you can do. You can just wait right here with the farrier rings. I'll go invisible, and he'll walk in the middle. Walk in the middle. He did it. Okay, we're. Oh my god. Отлично. You ever have the point where like all the nerves in your body just go down all at once? Here, you gonna go in the hole? Залезай в друг, Хьюи. You in the hole. Oh boy. So very common what will happen is Ricardo will just infinitely shoot you, he'll shoot you early. He is the only enemy in the game that could one-shot you. So Рикардо мог нас фаншотнуть, получается. Это ужасно. As a whole, so we gotta be very careful. Also, another facet, Ricardo has audiophile levels of hearing. He can literally hear a flying buzz its wings. That being said, I'm not kicking doors anymore. I know I said it was faster. I can't do it anymore. If you kick a single door... Рикардо очень хорош слух имеет, в отличие от предыдущих врагов. Он может даже слышать, если мы выбьем дверь ногой, то он нас сразу найдет. Хью открыл нам дверь с другой стороны. Sounds good. I have a $100 donation from Хороший Anonymous песик that получается. says, "Love Ecdysis for going this hard at 4 a.m." Thank you. I'm glad you're enjoying it. So kind of going right now is the meanest area of Ricardo. That isn't that one section. Now, all the issues about Ricardo I mentioned earlier still happen. 1, Ricardo can still shoot me if he finds me. 2, he can still find me. So, what's going to happen? Забили куклу ребенка ногой. The issue is, if I take too long, he'll spawn. Again, what happens with these people is... О нет. What? О нет, нет, нет. Oh, no. Кажется, Рикардо проснулся, он хочет нас выстрелить. Рикардо может нас ваншотнуть. Хью, атакуй. Нет. Спидран умрет. Нет. О, промазал. Hold on. Это еще не все. Музыка, конечно, да, накаливающая. А если сделать ее в 2 раза быстрее, это уже будет какой-то хардбас. Да. Спрячемся, ставим невидимыми. Нет, было опасно. Ай-яй-яй. Кажется, мы погибли. Он... Нормально, он там расстреливает. Huey, where you at? Huey, where you at? I'm gonna need you, buddy. Where did he? There he is. Okay, Huey, go, 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 go. Okay, this can help. This can work. This can work. This can work. Кошмар. Oh boy. Пипран, пипран. Пипран. Да. Страшно, не рубай. If he leaves the room, we're good. Забавно, что игра про то, что надо много бегать.
И главная героиня в костюме лягушки, и в чате Пипарана, мне кажется, все звезды сошлись. Чтобы этот ран удался. Рикардо, уходи. Oh boy. Also, I guess I gotta say it. Are you ready? You ready? Классическая фраза. Этого никогда прежде не происходило. Да. И он пошел как раз в ту сторону, куда нам нужно. Дела плохи. И мы на него наткнулись. Еще не конец. У меня есть сохранение дополнительное, если что. Here, can you bite him? That works. Okay. Run Пожалуйста, right, Ricardo. Run right. Run направо, right. Рикардо, иди направо. Ooh, that's not good. Он нас нашел. Кек. I'm ready. Hold on, I'm ready. А, я заперли в СХ. Alright, here, come here. Okay, Ох. go to the graveyard. Что за рофел? Let's go here. Плохо дело, плохо. Also, I should mention, the AI are adaptive and will learn what you do. Искусственный интеллект всех боссов еще, он адаптируется к тому, что ты делаешь. Leave the room. I hear him. I hear him. Leave the room. Покинь комнату, Рикардо. Run out the door. Run out the door. Come on. Come on. Выходи в дверь. Right there. No, not that way. Да не в эту сторону, чел. Он нас блочит. Oh, God. Stop music. Okay. Окей, он может еще вернуться. He's walking back, he'll leave the room. Come on. He's walking. Он ушел не в ту сторону. Ну, нам стоять будет опять на выходе. Ну, он может и I really уйти. hope he just walked out the graveyard. Hold on, I have an idea. Hold on. He might have. He might have. Oh no, he did it! Хай. О, боже. Fiona? Он не очень Он хороший промазал. стрелок. Please do not, Ricardo. Please stop. Oh no. Пока мажет нормально. God. И Okay, пес его hold on. задержал, и теперь у нас есть шанс, я так понимаю, исчезнуть. Никогда такого не было, и вот опять. Should work. Должно сработать. This has been tense. This has been very tense. I've never seen a Ricardo this aggressive. I do have a safety save if he doesn't go away this time. I'll say that much. Are you with? Рикардо просто рикошетом пытается попасть в коленные чашечки. That means he won't follow. Он вообще не хочет выходить. He's coming. Walk away. Wait, wait, Kick wait. wait. Музыка такая, конечно, играет, как будто Рикардо ходит с Bluetooth-колонкой. Хорошо, он хардбас тоже у него играет, получается. Думаю, ты из колонки. Он ушел! Он ушел! Huey? Huey? Oh my god! Покчамп. Oh my god. He's gone. Finally good. As long as Huey shows up. Ух, это вот душилово было нереальное. Huey? Ну, потерял пса. Huey?
He's here. Он слышит пса. Окей, он пришел. We did it! He did it! Oh my god! Oh my god. Sorry, that was like my heartbeat rose by a lot there. From now on, it's not a big deal because I can have Ricardo go anywhere. Фух, все. I don't need him for the rest of the run, really. By now, I need Ricardo to behave. Oh my god! If you have anything you want to, if you have any donations, feel free to go for them. I was panicking for so long. I've never had that happen. Yeah, I think a good relaxing donation after that stressful time is good for all of us. Yeah. We've got $250 from Fiona Belmont. Donating for a good cause is easy. Being Fiona in a scary castle is hard. Well, you got that right. Thankfully, Huey is here to Невероятно, конечно, напряженный момент получился. wonderful event possible. Feel free to go for one more. All right, I've got $25 for Boyfriend of the Year. Let's go, AGDQ2021, playing one of the best PS2 horror games around. Fiona better hop to it. Right? Oh my god. Okay. There's like a lot right now that has me on edge. Every single doorway, if music plays, I gotta hide. If I see, if I hear Huey growling, I gotta be careful. There's a lot all at once that can go wrong right now. Теперь осталось не так много вещей, которые могут пойти не так. А те, кто знает, вот происходящее с Рикардо, это было прям... Никогда такого не было. Марафон лак получается. Классическая удача, марафоновская. Luckily, the end game's a breeze. Ricardo is the only issue. I should also mention, depending on what time we're at, I might... Похоже, Рикардо диспавнился. So, this might work. Но эстимейт у меня большой, поэтому я не парюсь. Говорит AGDQ2021. Okay, cool. Alright, that's good. Ну и, в принципе, первая часть рана достаточно гладко шла. Absolutely. I've got a $10 donation from Pixie, who says, it feels like yesterday that I was watching AGDQ2020 with my girlfriend in Chicago. That time I swore I would donate during a DICE's run, but I was in the airport at the time. Now I actually get to donate. Thank you very much. God, I'm happy I didn't die. Я счастлив, что не умер. I feel bad if I loaded a safety save, you know? Okay, we're good. Да, не пришлось ресетать игру и загружать марафоновский сейв. One more room, and then it's okay if I get saved. Please. Thank you. Thank you, Ricardo. Do I have a shortcut back? No, I don't need to take it. Okay, we're good. Alright. I might ask at a certain point what my time is looking at, but right now we should be good. Now that we got the perfect moonstone, we're back to the game. We got the perfect stone. I said the moonstone or the white stone. I don't remember the name of it, but it helped you, like, it solves a puzzle when you need it. Fun fact, I don't know where Ricardo is. Normally he's scripted to spawn... Обычно Рикардо где-то должен здесь появляться. Мы сломали Рикардо? Или Рикардо нас сломает? Непонятно пока что. Где-то он здесь ждет нас. Надеюсь, что нет. Еще две комнаты, и будет все хорошо. Момент истины. О, у нас все получилось. So anything I do here is all sorts of good, and we can leave, and Ricardo is no longer a problem. Ricardo has been beat for a deadly scenario. He's still going to be in the game, mind you. It just now he can't. Ну, может быть, в конце игры, но нас уже это не интересует. There's so many things that could have gone wrong there, and А, что нам он сделает? Мы вообще в другом городе. the most tense I've ever been during a run. Like the moment I saw it happening, it worked. Okay, now we're in the forest. The forest is weird, and it's RNG. So every time you go down a route... Покидаем, наконец-то, этот замок. Отправляемся в лес. It's kind of just a feeling on what you have. It's like this path, I go left, it can technically lead to the left path up here, so it's better to go down, because I can get... Он довольно рандомный. Hold on. Yeah, that's going to loop back. See, like I mentioned, that would loop back. So we're going to go this way instead. So Ricardo's not going to chase me in these woods. If you're wondering why, it's also, hold on. Рикардо здесь может начать нас преследовать. Because he's waiting for me to find Huey. Huey is in danger, but luckily for us, we don't have to worry about him. He'll be safe. He's a good boy.
Am I gonna be good here? We just found Huey, by the way. There he is. See, if I talk to Huey, Ricardo spawns. We're not gonna do that. That'd be deadly. Мы могли бы поговорить с Хьюи, но это заполнит Рикардо. А Рикардо мы не хотим спамить. But I think we're almost done, maybe. Wow, that looped. That really looped. Wow, what? What? Потерялись. I never seen that loop before. Как сказал Игдайсис, каждый раз, когда мы проходим локацию, может появиться случайная тропинка. И это она нас запутает, потому что она случайная. И РНГ абсолютно рандомный момент. Which is weird. Also, Ricardo was such a bad guy. He is such a bad guy. Not only did he almost kill the run, he stole our incentive. He took. Он украл лягушачий костюм. He stole our frog suit. Рикардо украл наш костюм. Злодей. Вот это злодей. He stole our incentive. Игдайсис тоже снял костюм. I'm gonna need Huey, and I mentioned Ricardo's no longer an issue. So, what's the new gimmick for Ricardo? Can he get any worse? Yes. Может ли все стать хуже? Конечно. Рикардо стал невидим. О, это очень плохо. And since we have don't see Ricardo juice in our eyes, we can't see Ricardo. You know, it adds up. You can see he's invisible. Huey can see him because Huey does not have don't see Ricardo juice in his eyes. However, now we're in the end game, and I actually get to break this game a lot. So, Ricardo is chasing us, right? Don't worry about it. We'll be safe. We'll get our frog costume back after the fight, by the way. Не волнуйтесь, мы получим скоро костюм обратно. So, the Spire acts very weird, and for a lot of people, this is the hardest part of the game, but check this out. You saw I went up there, he despawned. This is because Ricardo wants to jump scare us, being invisible and all. I need Huey, Ricardo's to spawn here. I'm just gonna turn around, Ricardo's boring, I don't want him. So we're gonna away from scary music. I'm gonna run back down. Guess what? It's still active. So I can just run back down and run back up. Ricardo's gone. Say goodbye to Ricardo, he's a chump. Помню, как-то решил проходить Resident Evil ремейк первый с невидимыми зомби. И мне хватило мозгов включить это на НГ+, а на НГ+, там спавнится зомби, обвешанный гранатами, в которого, если выстрелить, то он взрывается, и это инстакил вообще. И получилось так, что он был невидимый. Чем бы себя порадовать? Порадуй сегодня себя невидимыми зомби, обмотанными гранатами. Да. Увлекательный досуг. Японцы просто чемпионы в создании таких радостей. Мы просто поменяем экран, и Рикардо загличится и исчезнет. The last one is going to be the hardest section. It's going to be like 8 luminescence. It's actually not that hard. It's supposed to be hard because you don't know how to deal with them normally in a casual gameplay, and they get in the way. And if you get hit by them, Ricardo comes. So you don't want him to do that. What you want for Ricardo to do is non-exist. So we're going to do that, and it's gonna be hilarious because when I make the top of the spire and go to the top room up there, you're just gonna see Ricardo exist for all of like 1 second with his music, and then it'll immediately fade because he goes into a room that he's not supposed to go into, and he can't go in there. So we just get away from him. Yes, the puzzles still apply to Ricardo. This time they inverse it. Ricardo's the death puzzle, and you know. Всем. Oh, okay, we're good. Окей, повезло. One of those, EFI all 6. That was almost bad. Ricardo's gonna find us, and we're gonna get away from him. That should be fine. And then we're gonna hit the worst Huey puzzle in the game. And the last real one. There's one more. There's the Ricardo music, and it is now gone. Красивая комната. Okay. So this puzzle, it's lights. Huey has to walk to the other light. Why does this puzzle suck? Because Huey sometimes doesn't listen. So, we actually found manipulation through this by giving a command. I actually saw this by watching a friend play this casually, so I'll give a shout out to Catlink, just because I watched her and then... Очень непростой пазл вот из-за того, что Хьюи нас не слушает нифига. И у них, конечно, есть манипуляция. Нашли, которая позволит решить этот пазл.
Наказально он достаточно непростой. I've got a $50 donation from Gert, who says, "Hey Ek, good luck on your run. I want to give a shout out to you and your stream, and also GDQ, for getting me way more into watching speedruns and interacting with the community. This AGDQ is especially meaningful to me because I'm currently doing an IRL chemo percent run, and having so many wonderful speedruns to watch is very helpful. Love you all. Ekdainya. P.S. Huey is a good boy." He has been a good boy this run. Now Ricardo, on the other hand, read 2 more. Ты как без планетария. Donates $10. Hi Ek, so happy to see the frog suit and haunting ground at GDQ. Love this event every year. Это еще у него поведение на максимуме. Он доверяет нам. And a bit of a scary one here. I've got a Ну, с другой стороны, $20 это конец here from игры. Ricardo. Можно и погриндить Рикардо. I come for you. Ой, не Рикардо. Well, Господи. you know what we're gonna do to Ricardo, right? Хьюи. Oh, sorry, no, go. It's all good. Oh, no, Рикардо you не got it. надо гриндить. Рикардо нас погриндит. All right. I've also got a $10 Еще и donation from инвиз Maya. себе I апнул. have never been so Злодей. intense watching anything like I was watching Ekdaisis try. Наверное, костюм наш багрил и прокачался на залутанной бабке. Alright. So, throughout the game, we have this magical power called Azoth that allows us to break concrete with our bare feet because Ricardo's power. Мы ломаем, короче, кирпичин голыми ногами, потому что Рикардо с нас свистнул ботинки. He's the easiest in the game. Why? Sure, he's invisible, but here's what you do. You get Huey, you're gonna put him in this hole. Huey, go in the hole. Oh, no, Huey, don't do that. Huey, stop it. Stop biting. Хьюи, отпусти дяденьку, ему больно. Huey? Are you... Надо засунуть его в дырку. Okay. He's going in, he's going in. Вернее, не надо дяденьку в дырку, надо Хьюи залезть в дырку. Huey's going to go to the top of this tower, and now Ricardo's going to stand right there, and Huey will attack, and Ricardo is dead and done. Ricardo is no more. Рикардо именно, похоже, убиваем, потому что он падает с огромной высоты. Рип Рикардо. Ну, мы не можем подтвердить смерть, так что... Ну, это да. На месте раннера я бы спустился вниз и сжег его. Так, там на резе контентитивы Джил лидирует, я надеюсь. Это хорошо. I have confirmation we can get the frog suit back for everyone. So we're gonna get back the frog suit that was stolen from us. Normally, during the run, even if you put on costumes, you wouldn't put it back on because, while I mentioned if I got rid of Ricardo, I could do it. The way you're supposed to do it is there is another one of those holes on the ground, and Правда же к концу подходит. И стимейт тоже. Конечно, много времени потеряли на этом Рикардо капризном. I'll kind of explain what the cutscenes I wanted to show off would do, but that estimate's been kind of used on Ricardo, so I was kind of explaining them out loud when we get there. But we're running down the О, side, Терлин I'm пришел. wondering, where's Huey? Well, Huey's been such a good boy. We're gonna give him a Тот present. самый конец. We're gonna let him keep this entire tower. We're gonna lock him up there. Телим, кстати, спидранил вроде как это дело на эмуляторе. Да. And now we're gonna cross that bridge that we found after getting the frog suit. This is gonna be a simple stroll across the bridge. We don't need Huey for the rest of the game for a while. Он мухожук for и one не thing, but not комментирует. much more. But we should be mostly good, I think. Или работает Anyway, if you просто. would like to read a couple more donations, feel free to go. Или спит. Absolutely. Кто же тогда пишет в чате? Это Каруда. Твинк очередная. Feel free to keep going. Alright, Basement Hippo donates $20. Night Trap was one of my favorite runs last SGDQ. So happy I didn't miss Ekdaisis this time. Ricardo is gonna haunt my dreams. You know, theme here. В донатах говорят, Рикардо стал горячим в моих снах. Наверное, подразумевали Рикардо, который на вот этого эмоуте Рикардо Флик. Можешь в любой момент подойти к шкафу и переодеться. Да, мы вернули лягушачий костюм, на котором донатили ребята, который у нас отобрал Рикардо.
О, отлично. Рикардо Вот конфермит Рикардо дед. валяется. Good riddance. Подтвердили его The final смерть. boss of this game, a guy named Lorenzo Belli, whose actual name is like Aureolus Belli, that sounds like Aurora Borealis, but I always Это финальный босс со сложным именем. Посмотрим, что будет. But we're gonna be running across this Aurora wall, Borealis? and the entire plot. I'll just go into a quick thing of plot for the In game. this It's time really of gritty, just because it can get pretty dark. But the plot year. of this game is essentially everyone wants something in your body called Azoth, which is like a life essence. So think of it like a soup. And everyone has Сгорает, ways of да, getting it. сгорает в тумане. Lorenzo here is going to want to drink us like a soup. Essentially, though, the way to get the Azoth is to kill you, which we don't want to do. So we're not going to deal with that. What we are going to deal with, though, is a very interesting skip using our old pal, the Luminescence. So the Luminescence in this game, what do they do? What are they on? They count as stalkers. I mentioned earlier that the enemies in this game are named stalkers. So why would a luminescent mattering count? The luminescence is going to count for a stalker for all intents and purposes. This is important because normally you would have to summon Lorenzo, Используем and he would светлячков, chase you until you can get away, and it leads to чтобы a там lot не of мешали difficulty in boss сталкеры. fights. I'm going to skip an entire boss fight and a lot of chase sections by just doing this. I kick the luminescent open, I'm going to run down here, and I'm going to step on a little landing pad of like concrete here, or Стали whatever you на want to call кусок it. бетона. And that's going to cause a cutscene to happen where his model is not loaded in. He's just invisible. And he's... И, короче, сталкер не прогрузился, The game thinks получается. it's Lorenzo, or at least the cutscenes do. The game thinks it's the luminescence. So the luminescence don't actually cause you to Забавно. stop doing things. So you get an angry scene of the hallway just crawling menacing towards you. However, nothing actually happens because Lorenzo never spawned in. Guess what? That applies. Это уже overestimate. Normally he has a phase 1 Рикардо, which you have to видимо, fly him подстрелил off the рикошетом barrel, наши you hit the чашечки. system 3 times, and then that starts... Да, забавный запуск генератора. Используем традиционный пинок. Пинаем генератор, чтобы он запустился. Now, but you're wondering, hey, where are we going with this? How much more are we doing here? Well, the final boss is pretty much right up. I'm going to be going... Бан. However, we need one key item to do it. However, in order to get the key item, you're going to have to go to the room first. We're essentially on the cusp of the end of the run, and then there'll be one final chase sequence. I do apologize for Ricardo's bad behavior. Он приносит извинения ранее за плохое поведение Рикардо. Too sure if he would do it or not. But I do want to say thank you again for GDQ, both staff and just the general event for allowing me to do this run. Speaking of which, just so we don't hold up too much at the end of the run, I'm just going to kind of do a lot of the general stuff now. We're looking for a staff. Выполняем пазлы без противников, не паримся. Наверное. Напоминает, вот в Мегамен играх есть босс Раша, а тут пазл Раша. Когда мы В то время как... Да. Что? Ничего. Да, ничего. Ну, в то время как спидран заканчивается, AGDQ понимает, что время уже вышло, и рекламирует свой канал, говорит, я прохожу кучу хорроров. Он, кстати, спидранер всех Clock in the Tower игр в серии, все сторонние игры и основной ветки, и вообще в основном играет хоррор-игры. Okay, so going really quick on this. The final battle always happens because it's not old Lorenzo, now it's young Lorenzo. He's a young man, he got Azoth. So the way this is going to work is I'm going to kick him with the twig and berries until he dies. Небольшой файт, мы пинаем, пока оно не умрет. И есть небольшой шанс, короче, взрыва. Ой, куда собака летит? Да! Что произошло? Мы, конечно, разваливаем его просто пинками. Да. Великолепный файт. Хьюи залез в дырку, да, и вылез из нее моментально. Пошел настоящий иксон. Можете заметить, что появляется пыль вокруг противника, это взрыв, огромное количество урона. Я не думаю, конечно, что лягушачьи ботинки наносят много урона. Да, опять улетел пес.
Хью, не теряйся. Ладно, нормально отлетел на этот раз. Смерть. Он еще и ржет. Еще не умер? А, вот. Запинали. Запинали его в лаву. Но это еще не конец. Видели ли когда-нибудь фильм «Человек в огне»? So what this section does is I am going to have to avoid the earthquakes. First things first, I'm going to ram into the storm. That opens it. I got the bad RNG fall. That's fine. We're inside safe and just crouch. Что с анимацией приседания, лол? В этом костюме она получается особенная, забавная. In doing so, that will entirely remove the stun animation, and we can just pass that. This is the real final boss of the game. This no one knows how to actually stop this. Every single button on the Самый сложный босс в этой игре. Это статуя, которая вообще непонятно как работает. Он просто все кнопки нажимает. Time will be coming up soon. We need to keep running away from him. It should be mentioned, if he touches me once, I die. And normally Если он к нам прикоснется, мы умрем. Earthquake stops, and now we're at the end of the run. Let's see. Okay, and time is coming up on yes, time. Время. И 5 минут овер эстимейта. Спасибо спонсору нашего таймлосса Рикардо. Рикардо Флик. Еп. И еп. That's Ponzi Ground. There's a pair of scissors that represents Clock Tower, and then Класс, you can see the final screen. We can see what our IGT was. Сейчас финальный экран со всеми результатами покажет. Дук левел D, эндинг А. И там 2%. Thank you. Have a good one. Enjoy Resident Evil and PN. It should be good runs. Прощается, AGDQ2021 говорит. Всем спасибо, что смотрели.